Сколько ты уже не дрался? Ой, блин. Ну, с весны, наверное, да? С весны не У тебя дрался. весны последний бой был? Да. Ну, вообще, как ты оцениваешь сегодня соперника и в какой ты форме? Я, в хорошей форме, неплохо подготовился. Соперник тоже неплохой, неудобный, левша. Посмотрим, что из этого выйдет. Пару заготовок есть хорошие. Все же тебе больше в стойке нравится драться или борьба? Борьба, именно позиционная борьба, не очень. Сабмишины люблю и делаю, все такое. Но если в стойке, я очень редко сам пытаюсь переводить. Стараюсь в стойке биться. Но у тебя же вроде основа это вообще ударка, да? Кикбоксинг, да. И по тайскому ты вроде выступал. Выступал, и по таю выступал, да. Пару слов о сопернике, видел его бои или нет? И как Да, ты я оцениваешь? посмотрел. Он хороший. Я говорю, что там мы простых путей не ищем. Вот так, Андрей. Он очень неплохой, левша, неудобный, универсал, и борется, и бьет, так что... Должен быть конкурентный бой. Блин, это однозначно. Я не собирался легкий бой проводить или там какого-то слабого соперника себе не выбирал. Мы выбрали из всех вариантов, я думаю, что самый сложный. Вот такой, потому что я хотел прям сам подготовиться на хорошем уровне и побиться с хорошим бойцом. Добрый день, уважаемые поклонники смешанных единоборств. Вы вновь на канале True Gym, где сегодня вашему вниманию будет представлен бой с турнира «Битва без масок», в котором сразятся финский боец Юсси Халанин и хорошо знакомый нашим зрителям Бек Исаков. Вот видим мы, как первым в ринг выходит представитель страны Суоми. За плечами Юсси Халанина 13 профессиональных поединков по правилам смешанных единоборств, и в 7 из них он одержал победу. Но большую часть своей карьеры он провел в главном финском ММА-промоушене Cage. Что еще можно сказать о нем? Парень очень крепкий, не боится открытого размена ударами, при этом очень хорош в борьбе. Всегда предпочитает агрессивный, даже я бы сказал, несколько авантюрный стиль ведения боя. И именно поэтому только 2 поединка в его карьере дошли до судейского решения. Он предпочитает быть или на щите, или со щитом. Боец опытный, зрелищный, и для Бека Исакова это будет достаточно серьезное испытание. Ну а вот и его соперник, дорогие друзья. 3-кратный чемпион Азии по кикбоксингу, чемпион мира по рукопашному бою Даурбек Исаков. Лет примерно 10 назад он приехал в Санкт-Петербург и тогда же начал свое выступление на арене смешанных единоборств. За это время он провел только зарегистрированных официально 31 бой, 18 из которых одержал победу. Доводилось ему выступать в таких известных промоушенах, как Pro UFC и Upload, и даже 4 раза он бился на турнирах под эгидой M1 Global. Последние несколько лет он совмещал карьеру бойца с тренерской работой, тренировал немало бойцов и, как вы знаете из видео на нашем канале, готовил Вячеслава Датска к предстоящему бою. Ну а сам он подходит к поединку против Юсси Халанина с победным стриком из 6 боев подряд и намерен сегодня продолжить эту серию. Представляем вам соперников. Первым бойцам в красном углу. Introducing to first fighting red corner. Бойцу 27 лет, рост 178 сантиметров, вес 84 килограмма. He's 27 years old. He stands 170 centimeters tall. Official weight 84 kilograms even. Его профессиональный рекорд 7 побед, 6 поражений. His professional record 7 victories and 6 defeats. Ladies and gentlemen, representing Luke Martella's club, Helsinki, Finland, please welcome, here is Jussi Martti Halonen! Его соперник в синем углу. Бойцу 34 года, рост 185 сантиметров, вес 84 килограмма ровно. Его профессиональный рекорд 18 побед, 10 поражений. Он мастер спорта международного класса по кикбоксингу и рукопашному бою, мастер спорта по боевому самбо, чемпион мира по рукопашному бою и 3-кратный чемпион Азии по кикбоксингу. Дамы и господа, из Узбекистана, Фатон Бек Исаков! Бойцы на середину. Пожалуйста. Внимательно слушаем мои команды, правила не нарушаем. Головой в голову не бьем. В затылок, позвоночник, в пах не бьем. Локтями и коленями в голову работаем только в стойке. За канаты, перчатки, шорты не хватаем. Покажите красивый бой. По углам. Рефери предстоящего поединка Владимир Балала дал последнее наставление бойцам. И сейчас начнется поединок между Юсси Халанином и Беком Исаковым. Первый раунд. Бой! Итак, начинается первый раунд. Бойцы поприветствовали друг друга. И сразу же сходу резкий внутренний лоу пробивает Юсси Халанин.
Контролирует он центр ринга. Бек Исаков отвечает одиночным ударом, но прилетает это в защиту. Бек очень опытен именно в боях в стойке. Но мы видим, что Юси Халанин вовсе не боится его. Не рвется он сразу лезть в ноги, как многие борцы. И вот даже, видите, наносит лоу-кик, наносит еще один удар, который прилетает в защиту. Зажимает он Бека в угол. Тот вырывается с ударом. Наносит хай-кик, но снова в защиту. Еще один лоу от Юси, отвечает ему Бек. Мощный удар навстречу наносил Бек Исаков. Но никакого впечатления на Юси Халанин это не производит. Финский боец абсолютно спокоен. Пытается Бек раздергать своего оппонента. Но Халанин придерживается своего плана. Продолжает он окучивать лоу-киками переднюю ногу Бека. Отличный супермен панч удается Халанину. Еще один лоу. Отвечает хорошим мидл-киком Бек. Над его головой просвистел удар Юси. Наносит два боковых. Халанин зажимает в клинч. Наносит удар коленом. Тут же Бек вырывается из угла. Снова клинч. Еще один боковой от Халанина. Тут уже Исаков его пытался пробить коленом. И Халанин идет в борьбу. Зажимает он Бека у канатов. Наносит несколько ударов на коротке. Все они достигают цели. Неприятная ситуация для Исакова. Нужно вырываться. Коленом пробивает Юси, но попадает в блок. Пока что его тактика приносит ему определенный успех. Он явно активнее и явно больше баллов набрал на судейских записках. Мощный удар с правой пробивал Бек. Тут же идет в борьбу Халанин. Вырывается Исаков, но оказывается в партере и накрывает его финский атлет. Контроль сбоку. И тут же сразу же пытаясь на север-юг перейти, мы видим. Опять меняет позицию Халанин. Очень неплохо он контролирует своего оппонента. Сейчас отключает одну руку Исакова. Наносит ему ряд ударов в голову. Беку надо вырываться. Видимо, что Халанин очень активен, очень агрессивен, как я и говорил. И пока что он доставляет немало неприятностей Беку, как в стойке, так и в партере. Снова на север-юг пытается выйти финский атлет. Исаков сразу же скручивается. Поэтому Халанин возвращается на удержание сбоку. Ну, мы слышим подсказки секундантов, все правильно, нужно вставать Беку. Потому что постоянно ищет возможность Юси для атаки на удушающий или болевой. Это крайне опасно. Ну, вот пытался сейчас коленом в голову прижать Бека. Получился такой, как бы удар даже, наверное, о чем сигнализировал Исаков рефери. И Владимир Балала предупредил финского атлета, что удары коленями в партере в голову запрещены. Знаете, хорошее впечатление оставляет финский боец. Вот наносит опять он ряд жестких ударов в голову Исакову. Беку нужно что-то придумывать. Нужно как-то вырываться из этой позиции. Нужно переводить бой в стойку. Снова пытается на удушение север-юг выходить финский атлет. Бек хорошо защищается. Останавливает схватку в партере Владимира Балала. В третий раз выплевывает капу финский атлет. Наверное, будет замечание. Так и есть. Так и есть. Ну что ж, бой продолжится в стойке. Сейчас уже начнется концовка. Мощный удар выбрасывает Бек. Отвечает ему хорошая серия атак. Халанин, по-моему, зацепил он Бека. И снова переводит своего оппонента в партер Юси. Опять контроль сбоку. Остается 10 секунд до конца раунда.
И явно этот раунд завершается в пользу финского атлета. Что-то сейчас нужно будет Беку Исакову и его секундантам придумать. Так, мы видим, что финский атлет уже в своем углу, а вот у Бека какие-то проблемы. Неужели получил он травму? Посмотрим, как сейчас будут развиваться события, дорогие друзья. Ну что ж, видели мы, как хромая отправился в свой угол Бек Исаков. Сейчас ему, возможно, понадобится осмотр врача. Его команде нужно будет принимать какое-то решение. Будет очень обидно, если этот бой прорвется из-за травмы. Но вот да, увы, к сожалению, Бек Исаков продолжать бой не может, он получил травму. И Юси Халанин становится победителем в этом бою. Но это нисколько не умаляет той заслуги, что Юси выглядел очень здорово в первом раунде. Неизвестно, как бы развивались события во втором раунде, но это было бы крайне интересно, конечно. Поскольку Беку и его команде пришлось бы менять весь план на бой. Что такое нога? Мышь паховый мышцу. Когда боролся, чуть надорвал, сейчас она разъехалась. Дамы и господа, в связи с получением травмы по завершении первого раунда и отказа от продолжения боя соперника, техническим нокаутом победу одержал. Ladies and gentlemen, due to injury and the refusal of the corner, your winner by tactical knockout, Юси Халанин! Итак, Юси Халанин побеждает в этом бою техническим нокаутом из-за травмы соперника. Поздравляем финского атлета с этой победой. Беку Исакову желаем скорейшего выздоровления, восстановления и возвращения в ринг. Как вам бой в целом? Подписывайтесь на наш канал, следите за обновлениями. Для вас комментировал Александр Шулдяков. Вы были на канале Труджим. Всего вам доброго и будьте здоровы. У меня паховая мышца была надорвана 2 недели назад с джитсерами, когда боролся. И из-за этого я не мог там кардионагрузки делать, там, вот там, с кем я на лапах работал, вот он знает. Я не мог вообще ногами бить левой ногой. И когда коленом его первый раз встретил, у меня она щелкнула. А второй раз, когда он на гильотину брал, я слиповал за счет ног. И весом он упал, у меня ноги прям разъехались. И из-за этого из-под него я не мог вылезать. Просто там я его удушки, этот самый, скидывал влево-вправо, задушить не давал. Вот. И тупо защищался. Ничего не смог сделать больше. Ты что, толкаешься и широкий, что ли? Нет, я не я. Вот. И из-за этого да, нога прям разъехалась. Что с ней? Это операции требует? Не-не-не, операции не требует. Нужен покой, где-то месяц-полторы отдыха, чтобы не нагружать его. А я к бою готовился. Не, на данный гонял. момент, ну может же и надрыв быть. Надрыв есть, разрыва нету. Надрыв это частичный надрыв, но надо будет залечивать его потом. ЛФК, лечебная физкультура. Ну, в первую очередь надо дать покой, чтобы зажили ткани. Вот и все. Ну ты расстроился, что так бой получился? Конечно, блин, видишь, как я и раньше говорил, был соперник сильный. Мы собирались прям хорошо подраться. Мы не выбирали себе легкого соперника. Мы хотели прям подраться нормально и бой показать. Зрелищный бой. Я думаю, что понравился. Хоть один раунд подрались. Был хороший бой, я считаю.